Андрюш, вот ты буквально недавно на Кольский полуостров ездил. Это, по-моему, ведь не первая твоя экспедиция. Вот впечатление от той самой первой экспедиции, когда вы со Скляром ездили. Вы зачем? Вы, по-моему, ехали проверить какую-то гипотезу вот с этими блоками каменными. Или я немножко ошибаюсь? Там же какая-то предыстория была. Вы поехали проверить одну гипотезу, но в итоге оказалось, что это естественные скальники. То есть там как-то так вот это было, да, по-моему? Да, совершенно верно. То есть экспедиция от лаборатории альтернативной истории в 2004 году была нацелена на проверку информации о мегалитах, которые нашли на горе Вотаваара и в соседнем районе. То есть это несколько южнее Кольского полуострова, это территория Карелии, но все равно это единый, так сказать, географический и культурный центр, так называемый русский север. Вот. И в интернете к тому времени имелись фотографии, которые, судя по, так сказать, изображению на мониторе, действительно были похожи на искусственные сооружения в монолитных гранитах. Но, естественно, на местности очень быстро стало понятно при личном знакомстве, при визуальном осмотре, что это как бы естественное образование. Просто фотоаппарат позволяет взять определенный угол, вот, когда естественное образование легко может быть воспринято как искусственное сооружение. Аналогичная история, на мой взгляд, связана и с остатками гиперборейских сооружений на Сейд-озере, на Кольском полуострове, на горе Нинчур. То есть экспедиция Демина, которые были в 90-е годы прошлого века, якобы открыла остатки древних мегалитических сооружений. Но личное знакомство, как бы, и даже предварительный визуальный осмотр дает полное, так сказать, представление о том, что это действительно естественные образования, то есть скальные лбы, скалы, которые в условиях Заполярья при резких сезонных перепадах температур слоятся, трескаются, колются по геометрически правильным линиям и плоскостям. То есть откровенных остатков древних мегалитических кладок там обнаружено не было. То есть это, на мой взгляд, типичный пример, когда желаемое выдается за действительное. Андрюш, а вообще насколько обосновано, ведь мифы о Гиперборее, они возникли даже не в 90-х годах при Дюмине, они тянутся еще с лет в 30-е годы, первая экспедиция Барченко. Вообще есть какие-то основания говорить, что вот именно на Кольском полуострове, может быть, есть какие-то мифы, какие-то легенды, какие-то там рассказы местных жителей, что там действительно в древности, несколько тысяч лет назад, могла существовать какая-то цивилизация. Откуда вообще пошла вся эта мифология? Ну, миф о Гиперборее, как о северной стране, которая как бы являлась центром древнейшей, одной из древнейших цивилизаций, это достаточно современный миф, который появился, ну, скорее всего, в конце 19-го, начале 20 века. Источники этого мифа – это остатки греческих мифов, где Аполлона связывали с Гипербореей. В ряде, так сказать, письменных источников древнегреческих историков сохранились упоминания, допустим, о Рипейских горах на крайнем севере, за которыми лежат земли обетованные. И помимо Аполлона еще целому ряду древнегреческих персонажей приписывалось такое гиперборейское происхождение. Позже, в начале 20 века, эта ситуация, этот миф был подкреплен исследованиями индийских ученых и британских, связанных с дешифровкой и толкованием Вед и Упанишад, где тоже нашли, так сказать, как полагали исследователи, прямое упоминание об древней земле, цивилизованной стране на Северном полюсе. Ну, достаточно вспомнить книгу «Арктическая родина в Ведах». Тем не менее, при так сказать, полевых исследованиях на русском севере, то есть Кольский полуостров, Карелия, Коми, не было обнаружено однозначных археологических останков, которые можно было бы без всяких сомнений интерпретировать как остатки древних строительных сооружений.
Хотя, опять-таки, на уровне непроверенной информации и слухов существуют такие сведения о обнаружении подобных остатков в русском Заполярье, будь то плато Путарана или полуостров Таймыр. Но, еще раз подчеркну, проблема заключается в том, что помимо устных сообщений от редких геологов, полярников, промысловиков, нет документальных доказательств в виде фотографий или хотя бы внятных зарисовок. Я уж не говорю про правильно задокументированные отчеты целевых экспедиций, которые могли бы проходить в этих регионах именно с четко поставленной целью обнаружения следов древней полярной цивилизации. Андрюш, вот, наверное, я не знаю, вот те, как историк, конечно, это виднее, вот культура создания сейдов, она уникальна вот именно для Кольского полуострова или она распространена в других местах? И что это такое? Это, ну давай пофантазируем, это наследие какой-то древней цивилизации или, скажем, просто одна из форм, ну, какого-то божественного поклонения? И сразу, чтобы тебе там можно было больше рассказать, насколько сложно, наверняка ты сейды видел. Эти вот сейды, насколько они крупные, насколько сложно их создавать. То есть можно ли это там силами там 10-20 человек вот это вот все составить камни, поставить, и вообще какая под ними подоплека под этими, что это? Ну, вот те несколько публикаций, которые были сделаны в американском журнале Ancient American, и где были приведены фотографии вот этих североамериканских сейдов, в общем-то, грубо говоря, ни о чем. То есть авторы фиксируют их наличие, разводят руками. И что это такое, мы не знаем, потому что они просто не знакомы с этими памятниками на территории Европы и русского севера. Поэтому для них это объекты непонятные и никакой информации тоже нет. Тем не менее, по фотографическим материалам можно констатировать единую, так сказать, природу редких американских сейдов и, так сказать, их массовое распространение на русском севере и в Скандинавии. То есть, если это уходит в глубину тысячелетий, это может быть свидетельством того, что носители, ну, скажем так, культуры сейдов пересекали Атлантику и оставили свои следы в виде именно классических сейдов на территории Великих озер в Северной Америке. Андрюш, насколько сложно при наличии, ну, как мы знаем, если мы говорим о тысячелетиях, тогда не было подъемных механизмов серьезно, насколько сложно вот эти сейды, которые ты видел, может быть, или которые знаешь, возводить вручную, насколько они большие? Что касается конструктивных особенностей и технологических, так сказать, что касается конструктивных и технологических особенностей сейдов как искусственных сооружений, на мой взгляд, там ничего архисложного нет. Мы даже в 2004 году сами провели эксперименты в течение 30-40 минут при помощи двух сосновых еловых слег и нескольких камней. Не спеша это дело сделали. Другое дело, что среди сейдов есть уникальные сооружения, типа одного из сейдов неоклассической конструкции на территории современной Финляндии, где в таежной тайге просто посреди леса стоит конусовидная скала, примерно 2,5-3 метра высотой, а на ней лежит вот так вот огромный монолит весом порядка, наверное, 6-8 тонн. Он не качается, он плотно сидит, то есть конструкция отличается от сейда, который стоит на 3 камушках, но тем не менее объяснить его с точки зрения, так сказать, физических условий крайне затруднительно. Поэтому само сооружение сейдов, как искусственных, естественно, связанных с определенными аспектами древнего знания и мировоззрения конструкций, технически несложно, еще раз повторюсь. А выяснить цели их создания – это уже совершенно другая история, потому что ни письменных источников, естественно, ни внятной исторической традиции до наших дней не дошло. Потому что по, так сказать, рассказам саамов сейд является местом
заключение, как правило, души шамана, куда он уходит, и, соответственно, шаман, уже будучи в потустороннем мире, его душа, заключенная в сейд, продолжает работать. Поэтому сейды являлись для саамов местом поклонения, проведения магических ритуалов с приношениями, с определенными молитвами, мантрами. Вот. Но вся суть их сводилась именно к обращению к мощи ушедшего в мир иной шамана, который якобы продолжал работать, как бы уже будучи в потустороннем мире. Но еще раз следует подчеркнуть, что сами саамы утверждают, что сейды не дело их рук, это наследие более, так сказать, ранних насельников этих территорий. И с саамами вообще тоже история отдельная, потому что по официальной академической версии они появились там, сформировались именно как этнос где-то в первом-втором тысячелетии новой эры. На территории русского севера и Скандинавии различают порядка 5 групп саамских племен, народностей. И как бы в официальных источниках утверждается, что протосаамы появились там примерно в 4-м тысячелетии новой эры. Причем выводят их, как я своими глазами видел в одном из музеев, схему где-то с территории Ладоги, Онеги. Леш, извини, давай переговорим. Ты сказал в 4-м тысячелетии новой эры. Разве? Давай вот с этих слов, что протосаамы появились в 4-м тысячелетии до новой эры, чтобы нам потом вредные процессы. Не, ну это понятно, да. При этом по существующей ныне академической версии протосаамы появились на территории русского севера и Скандинавии примерно в 4-м, может быть, самое позднее в 3-м тысячелетии до новой эры. И в течение тысячи лет расселились по всему скандинавскому полуострову и русскому северу. В одном из музеев я видел, так сказать, еще, наверное, в советские времена сделанную карту, то есть пути расселения саамских племен по этой территории. Выводят их откуда-то с Онеги, и вот с территории ныне Великого Новгорода. И вот они вот так вот идут через Карелию и по всему скандинавскому полуострову расселяются. При этом, естественно, не ставится вопрос, где они взялись, откуда они взялись на территории современной Новгородской области или, может быть, даже южнее. Кто-то вообще из исследователей засовывал, что саамы вышли из Европы. Но археологически ни в Европе, ни на территории европейской части России антропологический тип саамов не фиксируется. То есть их выводят ниоткуда и приписывают им практически 6000-летнюю историю на этой территории. Но, естественно, на Кольском полуострове, допустим, обнаружено, по-моему, около 70 стоянок периода неолита, то есть охотники-рыболовы. Собственно, о земледелии там говорить до сих пор смысла нет. И эти стоянки были найдены, прежде всего, естественно, по побережью Баренцева и Белого моря. Ну и, соответственно, кому их приписать? Известно только саамы. Значит, пусть это будут древние саамы и протосаамы. А откуда они пришли? Пускай придут с юга. Они же не могли прийти с полярного, с Северного полюса, через Ледовитый океан. Значит, один путь через Карелию откуда-то из Европы. А то, что для территории, так сказать, более южных областей, то есть Европы и европейской части России на тот период неизвестен подобный антропологический тип, это уже как бы мало кого волнует. Главное, заявить для того, чтобы хотя бы была точка зрения. Вот они пришли с юга. Логично, потому что с 3 остальных сторон территория Ледовитого океана. Поэтому прийти они могли только с юга. Но как и многие другие народы, типа ивенов, тунгусов, чукчей, в общем-то, сохранилась информация непосредственно от представителей самих этих народов, которые утверждают, что они не были первыми насельниками на этих северных территориях, будь то русский север, будь то Сибирь, Дальний Восток, что они пришли уже на
обжитые места, которые, как правило, принадлежали представителям белой расы, от которых они получили основы скотоводства, точнее оленеводства и навыки, так сказать, других аспектов культурной деятельности. Но опять-таки вопрос антропогенеза и места происхождения так называемых малых народов Севера на территории нашей страны по-прежнему остается абсолютно темным и нераскрытым. Их фиксируют на протяжении, так сказать, столетий, но откуда и почему они завязли на таких крайне неблагоприятных для жизни деятельности человека северных территориях, особенно Заполярье, да, почему не мигрировали на юг в более благодатные земли, никто объяснить этого не может. Более того, если сравнивать вот просто различные территории, то площадь Кольского полуострова это порядка 100 тысяч километров, то есть для сравнения это 4 территории острова Сицилии. Но насколько, так сказать, в благоприятных средиземноморских условиях остров Сицилия был заселен на протяжении последних тысячелетий, это одна история. И что там Кольский полуостров со своими 100 тысячами квадратных километров. В одном из музеев тоже висела табличка со статистикой, то есть в конце 16 века уже там, когда начали появляться там поморы, то есть представители, так сказать, славянских народов, осваивают крайний север, население, собственно, саамское в конце 16 века было порядка 1000 человек на 100 тысяч квадратных километров. То есть плотность населения вот в недавнем историческом прошлом, естественно, на таких крайне неблагоприятных территориях очень невелика. И опять-таки для меня лично остается загадочный вопрос, почему они оттуда не мигрировали. Вот, уперлись в кромку Ледовитого океана и живут там столетиями, практически выживая, потому что средняя продолжительность жизни в таких заполярных условиях у местных народов там средняя 35-40 лет. И действительно, фотографии там, начала 20 века, будь то мужчины, будь то женщины, выглядят глубокими стариками, а по датам, как бы, приведенным на фотографиях, говорится, что им там 30-35, около 40 лет. Естественно, суровый север, тяжело выживать, и, тем более, когда полгода полярная ночь, элементарно не хватает энергии солнца. И связывать те же саамские племена с какими-то древними остатками возможных древних цивилизаций в Заполярье нет никакого смысла. Это самые поздние насельники. И не факт, что они живут там 4 тысячелетия, а не одно. Андрюш, вот ты упомянул сейчас немножко не связанный вопрос о том, что сииды, они как бы принимают душу шамана. Знаешь, мне кажется, может я не прав, эта легенда очень похожа на ту тему, которую ты изучал. Вот эти знаменитые скальные ворота в никуда. Там же тоже получается, что люди туда входили то ли в физическом облике, то ли каким-то энергетическим способом. Нет ли вот какой-то тождественности между вот этими двумя мифами? Миф сиида, который принимает в себя душу человека, или может быть человек туда умел как-то ходить физически. И вот эти вот непонятные ворота в никуда, которые там в Мексике, в Америке, во многих странах, в Армении находятся. Но если мы затрагиваем, так сказать, мистическую сторону вопроса о природе и предназначении сиидов, то действительно в целом ряде других регионов мира, причем на другом конце света, например, в Перу или там в Турции, существуют аналогичные, осколки аналогичных представлений о памятниках искусственного происхождения, из камня, естественно, или о природных скалах, которые связаны с работой, посмертной работой выдающихся шаманов-колдунов или героев древности. Ну вот, в частности, хочу вспомнить, есть такое понятие в Перу уака, вот, которое приписывается, так сказать, древним перуанцам. Это уака из языка кечуа. Главная, самая крупная языковая семья на территории Южной Америки. У уака то же самое, что и сиид,
в понятии народов кечуа, это священное место, место силы. И опять-таки, как и на севере, это может быть искусственное сооружение в виде мегалитической постройки, это может быть природная скала, это может быть водный источник. Главное, что уака, то есть его сакральность этого понятия, связана именно с понятием природной силы. И аналогичные вещи мы можем найти и в Передней Азии, и в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Японии. То есть это осколки, на мой взгляд, древних знаний, когда люди имели совершенно иную мировоззренческую систему, работать умели со стихией камня, скажем так. И для нас эти вещи сейчас непонятны, потому что мы эти способности, попросту говоря, утратили. Ибо идем по техногенному пути, у нас есть рычаг, у нас есть физическая сила мышц и инструменты, сделанные из камня или из металла, но нет энергетической, психической, скажем так, мощи, чтобы нетехнологическим способом работать с различными объектами окружающей нас природы и с различными стихиями нашего мира. Андрюш, вот еще вопрос такой. Я так знаю, что ты в последней экспедиции побывал вот на одном из этих лабиринтов. Вот, может быть, пару слов вообще, что такое лабиринты, насколько они, опять же, уникальны для Кольского, встречаются ли они в других частях мира. Ну и пару слов о, скажем так, научном объяснении, что такое вообще вот эти каменные лабиринты. Это же очень сложная конструкция. И, может быть, немножко о мистике лабиринтов. Северные лабиринты, достаточно хорошо известные. Это отдельная категория древних памятников. Они встречаются, опять-таки, 3 штуки есть на Кольском полуострове. Обнаружены они также на территории Норвегии и Швеции. То есть, опять-таки, по северу, то есть, как правило, в Заполярье. Лабиринты привязаны к побережью. То есть не встречены, насколько мне известно, лабиринты, эти конструкции внутри, так сказать, полуостровов. Так сказать, в материковой зоне. То есть они явно тяготеют к побережью, северной акватории. Гипотез, пытающихся объяснить их предназначение, существует достаточно много, но они все, мягко выражаясь, не очень адекватные. Начиная от того, что это схемы ловушек для рыбы или сами ловушки, причем лабиринты ставились в местах, которые никто не видел, чтобы эти места затапливались. Да и высота-то их несколько сантиметров. Для этого существовали нормальные деревянные ловушки, тоже, которые строились по принципу простых лабиринтов. Вот. И крайняя степень фантазии исследователей, то, что лабиринты — это такие магические сооружения, с которыми работали древние колдуны-шаманы, и лабиринты являлись чуть ли не вратами в иные измерения, в иные миры. То есть якобы проходя по путям лабиринта, человек получал возможность перейти в параллельный мир. Поскольку это лежит за пределами современных представлений о физике нашего мира, естественно, никто не ставил эксперименты, и документально это не зафиксировано. Вообще вот к лабиринтам, к сейдам привязываются какие-то археологические находки, или это совершенно уникальные памятники, вокруг которых, по идее, традиционно должны быть найдены какие-то там бытовые предметы, осколки там посуды, еще чего-то, или такие, скажем так, не проводились раскопки? Так сказать, археологическая атрибутика таких сооружений, как сейды, лабиринты, крайне затруднена, потому что рядом с ними не было обнаружено, допустим, поселений, которые можно было бы, или стоянок, которые можно было бы уложить в существующую археологическую схему. Рядом с Кандалакшским лабиринтом было найдено несколько погребений, но тоже, которые очень трудно датировать, поскольку нет характерных артефактов. Но все мы понимаем, что рядом с древним сооружением погребение может быть любого времени, на протяжении на 100 лет раньше, на 1000 лет раньше или наоборот. То есть прямая привязка между костными останками рядом с тем же лабиринтом невозможна. Если бы эти погребения находились непосредственно под лабиринтом, тогда можно было бы обозначить нижнюю границу такого памятника.
понятно, что вряд ли там кто-нибудь разбирал лабиринт, тот же самый, делал захоронение, а потом опять собирал. Хотя, в принципе, допустить такую возможность не составляет труда, было бы желание. Поэтому условия возможности датировки, тем более в абсолютной хронологии, таких археологических памятников крайне затруднены. Насколько я понимаю, Андрюш, вообще археология Кольского это достаточно отдельная тема. Я так понимаю, что там нет такого понятия, как докопаться до материкового вот этого вот как-то глинистого скала. Я так понимаю, там большинство везде камень. То есть насколько вообще в таких условиях могут археологические артефакты сохраняться? Сложно ответить. Ну, на территории Кольского полуострова в советский период велись достаточно активные археологические изыскания, то есть там обнаружено около 70 стоянок периода неолита и неолита, которые залегали на очень небольшой глубине, ну, понятно, в условиях, в общем-то, вечной мерзлоты. Вот. За тысячелетия там особого почвообразования не было. Есть другие археологические останки, связанные как с населением поморов уже 16-18 века, с какими-то экспедициями, то есть останки кораблей или стоянок исследователей-путешественников. Но стройная картина, которую можно было бы на основе имеющихся археологических материалов уверенно растянуть там, на 4 тысячелетия до мифических протосаамов, никак не вытанцовывается, не вырисовывается. То есть для этого материала крайне мало, потому что там нет, скажем так, многослойных памятников, которые бы свидетельствовали о том, что население жило в этом месте, существовало на протяжении достаточно длительного времени, и различные археологические слои бы отличались друг от друга, фиксируя таким образом различные культуры, археологические культуры. Такого там нет, практически все памятники однослойные, и увязать их друг с другом опять-таки крайне сложно. Это делается, но на уровне вот, или кончика карандаша. И последнее. Сейчас все-таки я тебя в мистику немножко попробую ввести. Вот мы с тобой знаем, а ты не упоминал, я тоже про это слышал, что у саамов, и вообще, по-моему, даже есть какие-то письменные источники, находила их чуть ли не в царской археологической комиссии, что якобы даже на Кольском полуострове знают легенды о чуде. И вплоть до того, что там чуть каким-то образом с той древней цивилизацией контактировал, или были у них какие-то там типа битвы. Вот, может быть, что-то об этом знаешь. И самый главный вопрос. Где-то я читал, может быть, ты мне подтвердишь, что на Кольском полуострове периодически находят вот такие же вот статуэточки, аналогичные пермскому звериному стилю, что-то вот такое очень похожее. Я, кстати, даже видел где-то старые археологические отчеты, где вот один в один чуть ли не вот эти вот всякие звероподобные существа найдены, вот как в Пермском музее хранятся. Вот немножко о мифологии, может быть, чуде, что там происходило, и уже развей, пожалуйста, миф о том, что Куйва это никакой не древний великан, а это естественное природное образование. Ну, относительно чуди я сталкивался с информацией, тоже записанной, по-моему, исследователями 19 века, о том, что лопари, ну, это русское название саамов, пришли и изгнали с территории русского севера именно чудь. То есть миграцию чуди с этой территории по этой версии связывают именно с пришедшими туда саамами. Но из этого следует, что это было не так давно, никакие не 6 тысячелетий назад. Это раз. Во-вторых, по данным последних столетий, саамы чрезвычайно миролюбивый народ, вплоть до того, что они в период христианизации, которая там проводилась различными русскими монастырями, начиная с Соловецкого, да, легко шли на, так сказать, христианизацию, вот, и потом на протяжении нескольких веков били себя в грудь: мы православные, но при этом, естественно, продолжали придерживаться своих древних, так сказать, обычаев и верований, которые просто не вступали для них в конфликт с христианским мировоззрением. И представить себе, что вот такие, скажем так, малочисленные и при этом миролюбивые люди, недолго живущие, осуществили такую экспансию, выгнав
другой народ оттуда, тоже крайне сложно, чисто вот с точки зрения умозрительных построений. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день, на мой взгляд, также является таким проблематичным и загадочным.